Первый вопрос, который беспокоит сейчас многих, собственно, где вы находитесь? Потому что есть слухи, что вы даже не на территории Киргизии. Нет, я нахожусь на юге Кыргызстана. На юге республики. Да, на юге республики. Смотрите, если смотреть по тем сообщениям, которые сейчас приходят на ленты информационных агентств, некоторые наблюдатели делают вывод, что вы сейчас собираете своих сторонников и едва ли не вооружаете их, чтобы идти на Бишкек. Так ли это? Как вы думаете, президент, всенародно избранный глава государства, как может идти против своего народа с оружием в руках? Что за нелепость? Что за глупость, кто там придумывает? Но означает ли это, что вы признаете свое поражение в нынешней ситуации? Ни в коем случае. Я избран глава государства и не признаю никакого поражения. Я считаю, что это самая настоящая вакханалия, то, что сотворили вооруженная группа людей. И никоим образом не считаю, что это поражение. Это поражение для них, скорее всего, которые допустили то, что творится сегодня в столице особенно. Но между тем милиция и вооруженные силы, насколько я понимаю, в большинстве своем, во всяком случае, перешли на сторону временного правительства. Да, они так решили, пусть это будет, как говорится, на их совести. Но милиция и вооруженные силы это еще не все, это еще не вся страна. Вся страна это прежде всего население Кыргызстана, но не только не милиция и вооруженные силы. Скажите, вот вы, отвечая на мой вопрос, вы сказали, что вы не признаете поражение, из этого можно сделать вывод, что вы еще рассчитываете на возвращение к полноценному своему руководству страной, если не через милицию и вооруженные силы. Каким образом? Я думаю, что время покажет, в ближайшее время. Если вы помните, то меня на второй срок избрали президентом буквально в прошлом году, в июле месяце, еще 9 месяцев не прошло. И как вы считаете, за 9 месяцев настолько разве может измениться общественное мнение и мнение граждан Кыргызстана, которые идут против своего президента? Никоим образом. И недавний Курултай, согласие который был проведен по моей инициативе, он еще раз подтвердил, что ведь на Курултай пришли кто? Пришли все делегаты, избранные действительно от народа. И мы дали возможность всем выступить без ограничений практически. И критика была, и все, кто хотел высказаться, в основном высказались. Но в конце этой резолюции какой Курултай принял? Что они поддерживают реформу президента, они поддерживают курс президента. А то, что началось 2 дня назад, это вооруженный захват. К этому, откровенно говоря, не был готов ни президент, ни все структуры, похоже. Потому что так грамотно, так умело растащить силы и провести все это наталкивает на очень серьезные мысли. Вот вы говорите об очень серьезных мыслях. Как вам кажется, есть ли здесь какое-то внешнее воздействие в тех событиях, которые происходят последние дни? Иначе говоря, было это инспирировано, например, из Москвы, или из Вашингтона, или из Пекина? Я не буду называть конкретно страну, не хочу называть, но без внешних сил такую скоординированную и такую операцию провести практически невозможно. Думаю, что мировая общественность, наверное, тоже должна окликнуться на то, что творится сегодня в столице Кыргызстана, прежде всего. Но между тем, по сути, пока не откликается. Да. Скажите, Курманбек Салиевич, хотел бы в завершении несколько коротких, абсолютно конкретных вопросов. В ближайшее время вы собираетесь оставаться на территории Кыргызстана или покинуть его? Я пока не знаю. Но я пока, еще раз хочу сказать, что я на юге Кыргызстана, нахожусь здесь и пока покидать территорию не собираюсь. А вы не собираетесь попробовать вернуться сейчас, в ближайшие дни, в Бишкек? Вы понимаете, я бы не уезжал оттуда, но когда стали стрелять по моим окнам, я просто чисто случайно не был поражен. Вы можете поехать посмотреть мой кабинет, который, пулями прострелен. Ну, у нас там работает корреспондент, да, он рассказывал все это весьма живописно. Да, и если
сегодняшнее временное правительство, как они себя назвали, не может навести порядок, элементарный порядок в столице, как они могут гарантировать безопасность президенту? Тем более, что они освободили своими незаконными и неправомерными актами многих руководителей правоохранительных органов. Скажите, все-таки, если вернуться вот к причинам того, что произошло, вы говорите, что не прошло и 9 месяцев с того, с того момента, как вы были переизбраны на новый срок, и в последнее время вы видели поддержку себе. Все же, чем это вызвано? Вы говорите, внешние силы, но между тем мы можем видеть много заявлений о том, что, вот про клановость мы уже с вами поговорили, но речь также идет про рост тарифов ЖКХ и вообще про ту внутреннюю политику, которая проводилась. Нет. Тихо, я вам скажу откровенно. Рост тарифов это абсолютно, не вызывает никаких серьезных всплесков, чтобы люди выходили с оружием на улицу. Это первое. Тем более были правительством приняты все меры и компенсации, которые практически закрывали весь тот рост тарифов. Это первое. Что касается, как вы сказали, второе? Речь шла про рост тарифов ЖКХ, рост тарифов мобильной связи и вообще про внутреннюю политику, которая не удовлетворяла. Внутренняя политика как раз-таки удовлетворяла. Я же только что вам говорил. Курултай согласия, который был проведен по моей инициативе, на который были избраны делегаты не по указке Белого дома, а действительно избиратели, простые граждане выдвинули своих кандидатов. И вы же, если слышали, помните, как первый день остро, жарко стояла атмосфера в филармонии. Люди говорили открыто, критиковали. Действительно, критика была, как говорится, справедливой. Она принималась. Где-то было чересчур, потому что у нас действительно всплеск эмоций очень большой, особенно с развитием демократии. Но в конце, на заключительном дне, резолюцию, которую приняли, они ведь единогласно поддержали курс президента на реформы, политику президента. Это же не чиновники поддержали. Как объяснить такую ситуацию? Это было 2 недели назад. 2 недели назад на Курултае согласии принимается такое единогласное решение, и через 2 недели вооруженный переворот. Это, еще раз хочу сказать, это не имеет никакого отношения к народу Кыргызстана. Это чисто захват власти посредством оружия, опаивание людей, молодых людей, напоили, как говорится, одурманили им голову и сказали вперед, а сами остались в стороне. Спасибо, Тихон, хватит. Да, мой самый последний вопрос. Скажите, есть ли на сегодня какие-то условия, при которых вы согласились бы сложить в себя полномочия президента? Я пока не собираюсь складывать в себя полномочия президента. Не вижу оснований. Не вижу пока для этого оснований. Спасибо вам огромное. Потому что, еще раз хочу сказать, не вижу оснований, потому что выборы президента на второй срок прошли буквально 9 месяцев назад, на котором были отданы голоса более 77% за ныне действующего президента. Курултай, согласие, который был 2 недели назад, который единодушно поддержал. Как после этого можно говорить, что я должен уходить, а пусть эти вооруженные захватчики, которые стремились занять кресло, будут управлять страной? Пусть народ определяет, пусть народ тоже думает об этом. Всего доброго. Я благодарю вас. Всего доброго. Спасибо.